Привет, ребята! Сегодня я расскажу вам про новинки осени 2025 года от Dreamy и от Mova. Сейчас проходит в Берлине выставка IFA 2025. И там производители привезли свои новинки. Первая новинка, которую мы рассмотрим, это Dreamy Matrix 10 Ultra. Вот так робот выглядит в коробке. Вот так без коробки. Такие аксессуары с ним поставляются в коробке. Базовая станция этого робота стала намного больше. На этой картинке видите сравнение Matrix 10 Ultra с прошлой новинкой Aqua 10 Ultra Track или Roller. Ну а также с популярным корпусом Dreamy X50 Ultra. По высоте станция осталась такая же, но вот глубина станции увеличилась. 25,7 см была у X50 и стала 33,8 см. А у Aqua 10 29,6 см. Так наглядно он выглядит рядом с 40-й и 50-й серией. А здесь вы видите с L20, X20 сравнение. Тоже был робот с такой большой станцией. Благодаря такой большой станции бак чистой воды увеличился на литр. Теперь не 4,5, а 5,5 литров. И Aqua 10 Roller и Track, кстати, баки по пол-литра меньше, чем у X40. 4 и 3,5. Это большой минус, я считаю. За это я также не люблю роботы Mova, у которых тоже на пол-литра меньше баки, чем у аналогичной модели от Dreamy. Здесь видите три цвета базовой станции. Матовый серый, глянцевый прозрачный стеклянный, черный и белый с такой золотой крышкой. Ну а здесь вы видите наглядно сравнение новинки Matrix со всеми актуальными топовыми роботами Dreamy. Aqua 10 Roller, Aqua 10 Track, X50 Ultra, X50 Master. Mova также представила аналог Matrix 10, назвали его Mobius 60. И перейдем к главному нововведению этого робота. Это сменные тряпки. Такая прикольная кнопка открывает переднюю лицевую панель в сторону. И за ней мы видим три пары сменных тряпок. У каждой пары свой цвет внутреннего кольца. Оранжевый, коричневый и голубой. Голубой уже нам знакомый. Это термо-тряпки, которые удерживают температуру. Появился в серии S50 китайском. Новые тряпки из нейлона с оранжевым кольцом. Предназначенные типа для кухни, для оттирания стойких пятен. И с коричневым кольцом. Это губчатая тряпка утолщенной конструкции для ванных комнат для впитывания большого количества воды. На карте робота вы можете обозначить, какие зоны будут мыть какой тряпкой. Вам не надо ждать, пока робот помоет тряпку. Подъехал, быстро сменил и поехал дальше мыть. В остальном сам робот остался такой же, как X50. Только переезд порога теперь стал 8 сантиметров. Здесь видите, как он преодолевает пороги разной высоты: 45 мм, 50, 55 мм уже не может преодолеть. Рекламные 8 сантиметров это обычно не 4 и 4, как бы такой порог ступенькой должен быть. А если цельный 55, то не преодолеет. Следующее нововведение базовой станции это тройной отсек для моющего. Появился еще третий отсек наряду с обычным моющим и моющим для животных домашних, моющее для деревянного пола. Еще одна новинка базовой станции, которая перекочевала также от S50, это подогрев тряпок для мойки пола горячей
горячими тряпками 100 градусов нагревает эти полусферы. А на этой таблице вы можете рассмотреть все характеристики и сравнить. Топовые роботы Dreamy сейчас 30 тысяч паскалей имеют мощность. Что интересно, вот есть два робота Aqua 10, трек и роллер. Трек вышел раньше, у него 25 тысяч. Это более дорогая модель. А потом вышел роллер, это упрощенная модель. У роллера получается мощность больше, 30 тысяч, а у более дорогой, скорее всего, версии трек, которая с гусеничной шваброй, 25 тысяч. Что интересно, трек переезжает пороги 6 сантиметров на ножках, а у роллера 4 сантиметра на таком колесе. Также у роллера нет мойки его роллера горячей водой. То есть если трек постоянно подогревает воду внутри робота и 45 градусов, там он моет постоянно горячей водой, то у модели Aqua 10 Ultra роллер такого нету. Преимущество роллера над треком в том, что он подъем своего роллера на 14 мм, а гусеничный трек поднимает только на 7 мм. Стандартно 10,5 у X50 был подъем швабр круглых. Также трек распознает больше объектов, рекордные 280, а роллер и Matrix по 240 объектов. Минус Matrix в том, что у него не может быть компактной версии. Также обращаю внимание, что Aqua 10 у них будет свой модуль подключения. Версия Aqua 10 тоже пока не представлена. Скорее всего, их не будет, будет только X50 мастер компактный. X50 в Китае продается уже улучшенный, 25 тысяч паскалей, который и с новыми тряпками, новая встроенная база, то в Европе X50 Ultra продается еще старая версия, 19500 паскалей, старая встроенная база. Тряпки подогреваются 80 градусов против 100 градусов у нового X50. Как вам новый Matrix? Мне нравится, я считаю, это улучшенная версия X50. Его, кстати, какие-то сайты называли X60. Если его будут продавать не сильно дороже X50 Ultra, то будет хорошая альтернатива ему, более дорогая. А теперь перейдем к более интересным новинкам выставки IFA 2025. Это аддоны для роботов, которые позволяют переезжать лестницы, забираться на второй этаж, например, частного дома. Теперь не нужно будет покупать второй робот, а купить такой вот аддон. У Dreamy такой аддон для роботов называется Dreamy Cyber X. Превращает вашего робота в такой гусеничный танк и так быстренько забирается и спускается по лестнице. У этого аддона свой аккумулятор 6400 мА. И по заверению разработчиков может 5 этажей преодолеть. Не знаю, способен ли он по винтовым лестницам забираться. Производитель пока не уточнил. А вот когда он съезжает вниз, у меня очень большие опасения, что робот выпадет из своего вот этого аддона гусеничного. Сильно он прям, конечно, вниз наклоняется. Интересно, чем его там держат. Какие-то зажимы.
также представила свой аддон для подъема по лестницам. Он сделан уже по другому принципу, вы видите. Имеет название Stair Climbing Mova Zeus 60 робот. По сравнению с аддоном для Dreamy, Mova очень медленно забирается. По заверениям производителя, почему они так сделали? Потому что они считают, что такое решение более универсальное и позволит забираться робота по винтовым лестницам. Чтобы робот мог забраться на ступеньку, ступенька должна быть не меньше 2,4 см шириной. Мне решение от Dreamy больше нравится, но более скоростное. Это прям уж очень медленный. Ну и еще такая новинка от Mova Robot Crab. Если Роборок и Dreamy сверху лапу эту для хватания вещей сделала, то видите, Mova решила сбоку. Оригинально. На этом все. Какая вам новинка больше всего понравилась? Пишите в комментарии. Пока.